Здравствуйте, друзья! В России есть расхожая поговорка: кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе мы едим голубцы. В своем рецепте я соединю эти два ингредиента. Все использованные ингредиенты в бегущей строке в конце ролика. Прополаскиваю холодной водой и отвариваю рис. Это третий основной ингредиент голубцов. Параллельно этому в достаточно большой кастрюле кипячу подсоленную воду. Рис кладу опять же в кипящую подсоленную воду. Варю я его до полуготовности, а по времени это минут 8. Пока вода в большой кастрюле закипает, подготавливаю среднюю головку белокочанной капусты. Срезаю торчащую кочерышку и вырезаю ее остатки из середины капусты. Этот процесс трудоемкий, и надо постараться при этом не повредить листья капусты внутри, так как они нам нужны целыми и не порезанными. Освобожденную от сердцевины капусту кладу в уже закипевшую воду в большой кастрюле. Первоначально она будет всплывать, это ничего страшного. Накрываю крышку, пусть распаривается. Чищу морковь, это еще один ингредиент фарша для голубцов. Теперь наряду с подготовкой фарша я все время буду отвлекаться на капусту. Сейчас я переворачиваю ее другой стороной в кипятке. Тем временем рис отварился до полуготовности. Я откидываю его на ситечко, чтобы удалить лишнюю влагу, а заодно и остудить его. На средней терке натираю чищенную морковь, подготавливая ее к тушению. Начинаю понемногу раздевать капусту, снимая сварившиеся верхние листья. А если кто-то еще не подписан на мой канал, самое время это сделать. Сварившиеся листья капусты отваливаются сами. Я их откладываю на широкую тарелку и даю им остыть, потому что дальше я буду работать с ними, как говорится, голыми руками. А обжигать пальчики я не хочу и вам не рекомендую. Две средние головки лука мелко нарезаю, так же как и для обычной зажарки к борщу или супу. Ставлю в сковороду и начинаю пассеровать лук в небольшом количестве растительного масла. Когда лук стал прозрачным, отправляю к нему же тертую морковь и пассерую их вместе, пока морковь не станет мягкой. Полностью отваривать овощи не нужно. Поэтому снимаю сковороду с огня и даю зажарке тоже остыть. Для фарша чищу и крупно нарезаю одну луковицу. Также под мясорубку нарезаю по 500 граммов мякоти свинины и говядины. Кто не ест свинину, ее можно заменить куриным филе. Вообще сочетание и соотношение мяса в фарше может быть абсолютно любым. Голубцы в любом случае получатся вкусными. Пропускаю мясо и лук через мясорубку. Из специй к фаршу я взял чайную ложку зерен кориандра и черный перец горошком. Специи я люблю свежемолотые, так они не успевают потерять свой аромат. Перемалываю их в ступе с добавлением небольшого количества крупной соли. Соль помогает перемолоть специи, но при подсаливании фарша надо не забывать, что в специях она тоже присутствует. Кроме свежемолотого кориандра и перца добавляю еще сушеный базилик и молотую паприку. У меня она даже копченая, так вкуснее. Теперь досаливаю фарш. К этому времени рис и морковь с луком уже остыли. Не обожгусь. Добавляю их тоже в фарш и перемешиваю все ингредиенты, одев на руку перчатку. Руками перемешивать лучше, чем ложкой или вилкой.
А теперь готовлю так называемую подушку под голубцы. На дно кастрюли кладу первые зеленые листья капусты и поверх нарезанную шайбами морковь. Подушка под голубцы вовсе не обязательна, но она дает соус дополнительный вкус. Я лично голубцы ем с соусом, люблю макнуть туда хлебушек. Перед укладкой фарша с листьев капусты с обратной стороны надо аккуратно срезать утолщение. Иначе завернуть этот лист будет трудно. Теперь показываю первый вариант сворачивания голубцов. На мой взгляд, самый простой. Но при таком варианте голубцы при переворачивании их сбоку на бок могут разворачиваться. А вот второй вариант, я его называю украинский. Он более рациональный, хотя требует некоторых навыков сначала. Лишнюю капусту срезать не обязательно, особенно если листья не очень большие. При таком варианте формирования голубцы точно не разворачиваются, проверено. Да и выглядят они, на мой взгляд, так аккуратнее. Часть голубцов, хотя можно и все, я слегка поджариваю на сковороде с обеих сторон с капелькой растительного масла. Это тоже не обязательно делать, но поджаренные голубцы однозначно вкуснее. Все подготовлено. Укладываю голубцы как можно плотнее в кастрюлю на подготовленную заранее овощную подушку. Ставлю на плиту и добавляю немного зерен черного перца и 2-3 лавровых листика. А для соуса наливаю 700 мл томатной пасты домашнего приготовления и заливаю кипятком так, чтобы покрыть все голубцы. Во время приготовления их ни в коем случае не следует ворочать в кастрюле, иначе они могут развалиться и фарш рассыпется в соус. Сделав его вкуснее, конечно, но 2-3 голубцами будет меньше в итоге. Где-то за 5-7 минут до готовности добавляю в кастрюлю нарезанную мелко зелень петрушки и укропа. Голубцы готовы, прошу к столу. Лучше всего их употреблять со сметаной и под рюмочку холодного напитка, который детям пить нельзя. В этом случае, сколько голубцов не готовь, их все равно будет мало. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, для меня это важно. Пишите комментарии, как вы готовите голубцы. Мне и другим моим зрителям будет интересно узнать мнение друг друга на этот счет. До новых встреч!